Всем привет! В этом видео я покажу, как установить видеорегистратор на автомобиль Volkswagen Passat B7 американского производства. Для установки я приобрел зеркало видеорегистратор ART 7640/S11. Китайский производитель. Посмотрим, что в комплекте. В комплекте идет само зеркало-регистратор с камерой, которая вращается по оси. Провод питания с розеткой автомобильной стандартной. И задняя камера на длинном проводе. Шурупами ее крепления на заднем багажнике. Для крепления этого зеркала видеорегистратора на стандартном зеркале есть такие резиновые стяжки. Они выполнены в таком внешнем виде, немножко коротковаты. Если вдруг у вас их не хватит, то можно приобрести, я думаю, резиновую прокладку для труб, которая имеет больший диаметр. Но я пока поставлю на эти, а потом будет видно, как они будут держаться и не порвутся ли от времени и солнца. Также я приобрел такой переходник. Розетка с таким подключением для предохранителей. Здесь ширина 11 мм стандартная. И есть вывод для двух предохранителей. Для стандартного, который будет стоять в блоке, и для самого этого прикуривателя или розетки. Для начала мы установим карту памяти, которая не идет в комплекте, в разъем на видеорегистраторе. Я буду использовать видеокарту объемом 32 гигабайта. Этого вполне хватит. Здесь есть такой разъем. Мы сюда ее вставляем и фиксируем, потому что потом будет проблематичнее ее сюда вставить. После этого мы подключим кабель питания до разъема зеркала, для того, чтобы определиться с длиной необходимого кабеля. Здесь есть разъем с левой стороны, и мы подключаем сюда кабель питания. Теперь необходимо закрепить на резиновые хомуты это зеркало на стандартное зеркало. Они здесь туговаты, поэтому надеваются немножечко неудобно, но эта проблема решаема. Сначала одеваем на верхние зацепы зеркала и затем заводим на нижние. Здесь немножечко неудобно работать, потому что длина хомутов не очень удобная. Вот один одет, теперь одеваем со второй стороны. Это очень неудобно, так как оно рассчитано, скорее всего, на маленькие зеркала. Но проблема решаема. Вот зеркало на своем месте, и теперь можно приступить к проводке кабеля под обшивкой потолка. С помощью обычной пластмассовой лопатки я завожу кабель под обшивку в этом месте, чтобы не снимать ее. Здесь есть небольшой зазор, поэтому проблемы быть не должно. Попробуем. Слегка отодвигаем обшивку и заводим под нее кабель. Снимать я не буду и обшивку потолка, чтобы ничего не повредить. Это намного быстрее и проще. Кабель прекрасно заходит под обшивку без проблем. Единственное, стараемся осторожно вставлять его туда, чтобы кабель не передавить. Вот кабель аккуратно вставлен на свое место. Обшивку снимать не понадобилось.
все отлично зашло. Ничего необходимо демонтировать. И теперь необходимо снять вот эту стойку. Здесь есть один нюанс. Она снимается со стороны вот этого уплотнителя, но не полностью. А все потому, что здесь под надписью Airbag есть еще один болт, который необходимо открутить. А для этого необходимо снять эту надпись. С помощью пластмассовой лопатки аккуратно поддеваем эту надпись в углу, чтобы не поломать. Вот она снята, имеет такой внешний вид, и можно откручивать под ней болт. Там есть такой болтик под звездочку Loku Torx. Необходимо открутить с помощью ее. Сейчас буду подбирать размер, потому что масштаб фотографии на телефоне немного обманчив. Для откручивания этого болта понадобится ключ Torx T20. Удлиненный. И откручиваем этот болт крепления. И после этого можно снимать накладку. Очень осторожно, чтобы не сломать. Я боковую накладку полностью снимать не буду, а просто пропущу кабель под нее, чтобы меньше было работы. Вот кабель хорошо проходит с этой стороны. Я сейчас открою крышку блока предохранителей. И нужно протянуть кабель незаметно до нее, вынимая боковую накладку из уплотнителя. И, конечно, придется все-таки ее вынимать, что просто не проденешь. Тянем ее на себя вверх, и она вынимается. Очень осторожно. Вот вышла и эта часть боковая. То, что нам нужно. Теперь пропускаем под нее кабель до блока предохранителей. И собираем накладку в обратном порядке. Тянем ее вниз до фиксации в этом положении. До фиксации в двух местах. И прикручиваем на место болт, шуруп фиксации накладки на свое место. И после этого устанавливаем заглушку Airbag на свое место. Очень осторожно, чтобы не поломать. Вот таким образом. После этого мы с помощью тестера находим на блоке предохранителей напряжение 12 вольт, которое появляется при включении зажигания. Я опытным путем пришел к выводу, что это предохранитель номер 4 вверху на 10 ампер. Здесь напряжение появляется при включении зажигания и исчезает при его включении. Замеряем напряжение. Масса будет на этом болтике крепления, а плюс вот здесь. Вот напряжение появилось. И при выключении его здесь нет. Вот видно, что при выключении зажигания здесь напряжение равно нулю. После этого я вынимаю предохранитель
номер 4 на 10 ампер. И вместо него поставлю вот такой переходник для розетки. Здесь 10 ампер. Мы его устанавливаем на свое место, как он был. И вторую тоже я поставлю на 10 ампер, который будет идти на наш прибор. Я купил такой же самый предохранитель. Вот они, вот так выглядят. Теперь подсоединяем на свое место этот предохранитель таким образом и подключаем массу на болт крепления блока предохранителей в этом месте. Слегка откручиваем этот болт и вставляем под него минус. Вот таким образом. Теперь осталось подсоединить к этой розетке провод видеорегистратора и спрятать все аккуратно здесь под блоком. Я подсоединяю на место вот так вот розетку. Проверим, как работает видеорегистратор, включение и зажигание. Вот видно, что при выключенном зажигании никакой реакции нет. Включаем зажигание. И вот запускается видеорегистратор. Он начал снимать уже все, что перед нами. Здесь можно слегка камеру подрегулировать выше, ниже, как удобно. Теперь заведем двигатель и посмотрим, как себя будет вести машина. Все работает, проблем нет. Запись идет отлично. Видеорегистратор работает в штатном режиме. Проверим его меню, что здесь еще есть у нас. Идет время. Выключаем зажигание и посмотрим на реакцию. Вот видно, что регистратор потух. Теперь можно посмотреть, что здесь записано. Здесь надо заходить в меню. Можно посмотреть, что записано. Все работает хорошо. Заднюю камеру я не ставлю, потому что у меня есть партроник с камерой. И здесь она не нужна. Идем в основное меню, назад. Это режим записи. И пошел режим отсчета времени. Здесь еще есть пленочка на стекле, на зеркале. Я пока ее отрывать не буду. Потом, когда поцарапается она, я потом ее сниму. После этого я аккуратно сложу все эти провода в одну связку, чтобы они не мешали. И пока обмотаем все изолентой. Небольшим количеством. Спрячу здесь все внутри, чтобы не мешало ничему. И после этого можно ставить на место крышку декоративную. Вот таким образом. Вы посмотрели видео о том, как установить на автомобиль Volkswagen Passat B7 видеорегистратор зеркала. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.